Приветствую, друзья! Компания One More уже более 5 лет радует нас, просто превосходными по качеству звучания наушниками. Да и сам множество других моделей до сих пор предпочитаю их флагманы One More, TVS, ANC, хотя имел возможность попробовать модели от Yamaha, Panasonic, Sony и Moondrop. Вот умеет One More настраивать звук. Не стало исключением их свежая беспроводная модель ComfoBuds Pro. Да, внутри всего один динамик на 13,4 мм, но звучит все просто сногсшибательно. Кроме того, производитель встроил в модель свою фирменную систему активного шумоподавления с несколькими режимами работы, эквалайзер, автопаузу, защиту от воды и возможность наслаждаться любимой музыкой аж до 8 часов на одном заряде. С кейсом же получается вообще немыслимые 28 часов. Очень достойные наушники, о них сегодня и говорим. Собственно, поехали. Упаковка наушников много лучше всего того, что нам предлагают куда более именитые бренды. Здесь наше внимание акцентируют на довольно большом динамическом драйвере. Все-таки 13,4 мм это очень круто. Системе активного шумоподавления, основной связки из 3 микрофонов, наличие автопаузы и целых 28 суммарных часах работы. С обратной же стороны приведены подробные технические характеристики модели. Если вдруг вам интересно сопротивление наушников или объем встроенного в чашечке аккумулятора. Внутри мы находим огромный такой талмуд документации, гарантийный талон и наклейку с мишкой, эдакий талисман компании. Длины кабеля здесь тоже не пожалели, хотя и очень внушительно ее не назовешь. Есть еще вот такой мешочек для переноски наушников и набор силиконовых амбушюр, включая даже очень большой размер. Так что мне наушники сели просто превосходно, удобно и с хорошим уровнем пассивной звукоизоляции. Тут я на 100% доволен. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. А вот кейс, на мой вкус, выглядит простовато. Приятная форма, но это обычный матовый пластик, да и петля здесь на 4 с минусом. Из функциональных элементов тут Type-C порт для зарядки и маленький светодиод состояния спереди. Внутри есть еще кнопка коммутации, но мне лично воспользоваться ей так и ни разу не понадобилось. Извлекаются ушки тоже не очень естественным образом. Надо надавить на ножку, после чего уже можно достать из кейса. Но нужно же было хоть на чем-то сэкономить. Это, в принципе, нормально. Чашечки сделаны ровно из такого же материала, что и кейс, но выглядят намного интереснее. В внутренней части имеем небольшой звуковод с бортиком для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой, компенсационное отверстие для динамического драйвера и 2 клеммы питания. Микрофоны же установлены здесь снизу, на ножках и с внешней стороны, где располагается основная сенсорная часть для управления. С качеством записи разговорного микрофона вы, естественно, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывочек. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС наушников One More ComfoBuds Pro. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управлять наушниками просто. Двойной тап отвечает за паузу, удержание переключает режимы шумоподавления, тройной тап – вызов голосового ассистента. Однако все это полностью перенастраивается в фирменном приложении. Если вдруг вам не нужен голосовой ассистент, а необходимо, например, управлять громкостью или переключать треки. Все это здесь имеется. Кроме того, там можно переопределить автопаузу при извлечении наушника из уха и установке его, собственно, обратно. По-разному будет реагировать. Из почти бесполезных фишек отмечу звуки для сна и эквалайзер с целой кучей пресетов. Его, к сожалению, нельзя настраивать самостоятельно, так что лучше использовать аналогичный из вашего любимого программного аудиоплеера. Странно, но тут нет пункта обновления прошивки. Видимо, в данной модели это не предусмотрено. Зато можно переключать режимы шумодава. Это сильный, слабый, звуковая прозрачность и непонятный мне WNR. Из кодеков поддерживается только SBC и AAC. Никаких вам aptX и LDAC. Задержки минимальные, в паузах никаких лишних шумов нет. Нормальный уровень для прослушивания будет где-то 65-70%, то есть запас по громкости вполне уверенный. Качество работы шумодава лично у меня никаких претензий, фильтрует отлично. Сигнал тоже держится достойно, никаких заиканий или пропаданий звука у меня ни разу не замечалось. Через 2 бетонные стены наушники держат связь уверенно. На улице тоже все превосходно, задержки стандартные, как для AAC кодека. Для фильмов и музыки и простых игр все окей, но во всякие потные катки лучше все-таки использовать провода. По времени работы производитель все честно расписал. До 8 часов без шумодава и около 6 часов с шумоподавлением на одном заряде. В
Плюсы еще отнесу водозащиту. Она тут IPX4, следовательно, вот только для зала и какого-нибудь легкого дождичка. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно стандарта импульс. Искажения в пиках, достигающие где-то 0,4%, что, безусловно, очень круто. И незначительные расхождения между левым и правым каналом. Фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ составляют около 70 и 100 миллисекунд, причем фон тут даже чище, чем был у их флагмана One More TVS ANC, а это уже явный прогресс. АЧХ имеет небольшой дополнительный буст на саб-части, общий подъем низких частот на 7 дБ, небольшое выделение области разборчивости, компенсационную яму и пик на 9 кГц для усиления детализации, он же выравнивает баланс высоких частот. Общий же характер звучания у One More Confabuds Pro с небольшим таким уклоном в темноту. Все-таки серьезный упор на бас делает свое дело, да и высокие нам тут приподняли слишком уж узким спектром, отчего звучание получилось очень глубоким, живым и просто безумно комфортным. Нигде ничего не свистит, не режет и не сыпет. Бас пробивает аж до мурашек, при этом у него неплохая динамика и добротно очерченная текстура. Любители этого диапазона, уверен, останутся в полнейшем восторге. Очень круто, причем как для музыки, так и для спецэффектов из игр или кино. Серединка имеет приятную слуху массу, объем и ту самую аналоговую теплоту, о которой так часто говорят аудиофилы. Сцена строится слегка приближенной к слушателю, с неплохим разделением и прорисовкой тембрального рисунка. Хотя прямо уклона в микронюансы здесь, конечно же, нет. Образы строятся крупными и, естественно, сочетающими друг друга. Недостатка в верхних частотах тоже не ощущается, но и упора на них нет. Эта часть диапазона отыгрывается где-то там, на вторых ролях, поэтому всякие хвосты перкуссионных инструментов и затухание струн тут маскируются более информативной серединой с просто до безобразия магнетичным вокалом и превосходной передачей эмоциональной составляющей трека. Залипнуть на музыку в этих наушниках, но можно только так. При сравнении Confabuds Pro с флагманами TVS ANC сразу ощущается, что последние представляют из себя гибридную модель. В ней намного все детальнее, прозрачнее, однако общая звуковая картина довольно-таки схожа. Чувствуется, что настройка занималась одна и та же команда профессионалов, разве что Confabuds Pro жирнее, мягче и выразительнее в плане эмоций, а TVS ANC с большим уклоном в техничность и драйв. Moondrop Sparks намного нейтральнее Суши, у них почти нет уклона в бас и вытяжен такой более строгий характер. Обе модели превосходны, но, как вы понимаете, под совсем разные вкусы. Panasonic S500W намного тоньше по массе и ближе к Moondrop в плане линейности, а Yamaha TV E3 заметно проще по уровню и общей проработке. О моделях Redmi, Tronsmart, KZ и TRN вообще говорить не приходится, это совсем другой уровень звучания. Стилистически ушки, на мой вкус, абсолютно всеядны, однако хорошая масса и динамическая природа излучателей могут повлиять на восприятие каких-нибудь скоростных или мультиинструментальных жанров. Тут больше вопрос, как вы такую музыку предпочитаете готовить. Если чтобы выслушивать каждую мелкую деталь, то имеет смысл присмотреться, например, к старшим TVS ANC. Если же чтобы все было максимально естественно и мелодично, то Confabuds Pro подадут вам все ровно как надо. Вокал имеет те самые грудные оттенки, отличную мощь, а лидирующие и аккомпанирующие инструменты прекрасны в плане музыкальности. Вся музыкальная картина ощущается равномерно насыщенной и очень реалистичной. С огромным трудом заставлял себя сменить одну музыку на другую, хотелось все слушать по кругу по 6-му разу. Дэткору, на мой взгляд, баса было многовато, ему больше идут такие подсушенные низа, да их всегда можно прижать эквалайзером. Зато ритм гитары звучат прям очень зачетно, с приятной аналоговой мягкостью и отведенными назад верхами. Сидеть в таких наушниках можно до безобразия долго, никакого утомления ни разу не заметил. А как тут играет старый добрый рок и джаз, вообще, друзья, заслушаешься. Теперь даже не знаю, что мне милее, TVS ANC или Confabuds Pro. Там и там есть своя особенная неповторимая фишка. Первые хороши в плане нюансов, а герой обзора просто обволакивающим своей глубиной звучанием. Реально очень здорово. Что же для вас важнее, друзья, решайте сами.
Итогом беспроводные наушники One More Comfort Buds Pro безусловно радуют своим фирменным шумоподавлением с режимом звуковой прозрачности, возможностью полностью перенастроить все управляющие элементы, водозащитой, отличным запасом по громкости, шикарным качеством сигнала и просто огромным временем автономной работы. Да, здесь нет ни aptX, ни LDA-кодеков, кейс выглядит простовато, зато звучат они, как говорится, вот на все деньги. С очень крутым по глубине и качеству басом, массивной выразительной серединой и немного прибранными верхами. Ну, дабы ничего вас не беспокоило. Особого уклона в микронюансы здесь нет, зато эмоциональность и естественность просто зашкаливают. Очень харизматичное такое построение с правильным весом по всему диапазону и той самой аналоговой теплотой, которую так любят меломаны. Наушники, друзья, просто огонь. Еще один мой фаворит среди ТВС-моделей со своим шармом и таким особенным характером звучания. Вот такие вот они, One More Comfort Buds Pro. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Вдруг вы их уже успели послушать. Пока.